Приветствую вас на канале Техревизор. В этом рейтинге я собрал 5 лучших планшетов из самого что ни на есть бюджетного сегмента, до 15 тысяч рублей. Дешевле буквально некуда, это и так самый низ рынка новых планшетов. При этом не скажу, что эти модели слабые настолько, что даже браузер виснет. В плане работы у них все очень даже на хорошем уровне, а на некоторых можно и легкие игры запустить. А YouTube, сериалы, всякие мессенджеры и подавно. Так что давайте посмотрим, какие варианты можно рассмотреть, если в кармане не более 15 тысяч рублей. Я расскажу о каждом планшете как можно подробнее, введу в курс дела, расскажу, что у них внутри и чем живут. Чтобы узнать актуальную стоимость каждой модели, я оставлю в описании под видео ссылки на маркетплейсы, а с вас только лайк и подписка на канал. Ну что, поехали! На 5-е место топа я поставил один интересный вариант, его очень часто рассматривают ребенку. Umio Smart Tablet A10 Pro. Чтобы и недорогой, и не фуфлышный, и без всяких наворотов. Этот Umio A10 Pro подходит под каждый критерий. Первое, с чего начну – комплект. Вообще никогда не уделяю внимания этому, так как в 99% случаев все примитивно, понятно и без изысков. Но тут в комплекте к планшету производитель добавил стилус для рисования, клавиатуру для удобства ввода и даже чехольчик для планшета, чтобы все это добро было безопасно переносить. В общем, довольно жирный комплект для планшета с ценой от 6 до 8 тысяч рублей. Кстати, ценник зависит от памяти. Есть два варианта. На 2.32 и 6 на 128 гигабайт. Очевидно, 2.32 рассматривать в 2024 году как-то не камильфо, даже для ребенка. Поэтому рекомендую все-таки остановиться на 6.128. И планшет будет быстрее работать, и все игры у ребенка поместятся или ваши личные файлы. Хотя игры, конечно, понятие растяжимое. Само собой, никакой PUBG, колда или Genshin здесь и близко не подойдут. Все-таки внутри стоит простецкий MediaTek MT6753 на 8 легких ядер с пониженной частотой. А вот какие-нибудь простые из первых страниц Play Market, пожалуйста. При этом в плане работы интерфейса никаких лагов не замечено. Конечно, без проблем этот планшет можно загрузить вкладками тяжелых приложений. Но ладь задачи типа полазить в интернете, посидеть в мессенджере и посмотреть фильмы без проблем. HD плюс экран только не особо радует на 10-дюймовую диагональ, но за счет этого достигается отличная автономность часов так на 8 от батарейки на 7000 мАч. На 4-е место я поставил Honor Pad X8. И вот он уже больше подойдет для пользования взрослым человеком. Не то чтобы есть какие-то капитальные отличия от прошлого Umio, но хотя бы тот же экран, который играет чуть ли не главную роль при выборе планшета, у этого Honor лучше. Их даже сравнивать не нужно. Здесь на те же 10 дюймов приходится разрешение 1920 на 1200 пикселей. Грубо говоря, Full HD. Как раз то, чего не хватало прошлой позиции. За счет этого тут картинка и четче, и детализирование. И в целом выглядит приятнее для глаз, так как плотность пикселей все-таки повыше. Особенно заметно, если вы смотрите фильм на расстоянии вытянутой руки. А вот чего не хватило этому планшету, так это комплекта. Тут, к сожалению, не приходится говорить о какой-то клавиатуре, стилусе, чехле. Тут все просто и стандартно. Планшет да зарядка с бумажками, поэтому ни на что рассчитывать не приходится. При этом мы получаем адекватный планшет с понятным и нелагучим интерфейсом. Сюда установили, по сути, тот же MediaTek MT8786, так что и со скоростью работы проблем не будет. Правда, конфиг памяти ограничен версией на 4.64, но и его хватит для тех же задач, для которых берется максимально бюджетный планшет. Поэтому жаловаться придется только если вы рассматриваете этот Honor как игровой. Еще этот Honor уступает прошлому Umio по автономности. Сюда поставили батарею на 2000 мАч меньше, поэтому лишний часик-полтора мы тут не добираем. Но и 6 часов активного использования, думаю, достаточно для большинства. Все-таки это не смартфон, которым мы днями напролет пользуемся, а там уж смотрите сами. На 3-м месте стоит Samsung Tab A9. Из особенностей у него дисплей. Это компактный планшет на 8,7 дюйма вместо привычных 10. То есть он получается совсем немного больше типичного смартфона. Только разрешение у планшета пониже. 1340 на 800 пикселей. Ну, HD, грубо говоря. И это одна из основных причин, почему я поставил его на 3-е место. Хотя, казалось бы, это же целый Samsung, а не какой-то там Umio. На деле не могу сказать, что экран от этого стал кардинально хуже. Все-таки для меньшей диагонали разрешение поскромнее смотрится
смотрится еще вполне нормально. Тем более, что картинка все равно остается насыщенной, четкой, яркой, с хорошими углами обзора. Поэтому, по сути, жаловаться особо не на что. А вот процессор сюда поставили немного получше. MTK Helio G99. Он построен на более современной 6-нанометровой базе, имеет повышенную частоту на ядро, в том числе и для графики. Получается, что в совокупе этот процессор способен на большее. На самом деле, его и в играх не грех опробовать. Можно аккуратно запустить на минималках какой-нибудь PUBG или колду. Но все-таки это далеко не игровой планшет, поэтому я сделаю акцент на его шустрой работе для базовых задач. Тут вот вообще никаких проблем с работой интерфейса. И приложение загружает быстро и не тупит на ровном месте. Ну и памяти у него достаточно, 4 гигабайта оперативы и 64 постоянной. Поэтому с точки зрения производительности и плавности работы этот Samsung точно не подкачает. Батарейка базовая на 5100 мАч, но зарядка при этом на 15 Вт. Поэтому Samsung с 0 до 100% заряжается минут на 30-40 быстрее прошлого Honor. На второе место я поставил планшет Realme Pad. Уж кто-кто, а Realme могут в бюджетные девайсы так, как никто другой. Поэтому что смартфоны, что планшеты для меня в приоритете при составлении рейтинга доступных устройств. И дело даже не в какой-то крутой начинке, которую не могут себе позволить другие бренды. Дело в банальной оптимизации операционки Realme UI. Как ни крути, но всякие Umio и Honor требуют времени на привыкание к специфичному интерфейсу. Если к Samsung вопросов меньше, то Realme действительно номер один для меня. Да, объективности это рейтингу не добавляет, но главная суть сохраняется. Это устройство лучше прошлых остальных, пусть даже в деталях. Так, дисплей у Realme вопросов не вызывает. 10,5 дюйма, IPS-матрица и четкое разрешение 2000 на 1200 пикселей. В этом плане все четко за свои деньги, придраться реально не к чему. Яркая картинка, хорошие углы обзора, насыщенные цвета. Плюс сюда поставили MTK-шный Helio G80. Он в каком-то плане послабее прошлого G99, но в любом случае проблем с нагревом и тротлингом не имеет. А те лишние 15 FPS, которые где-то выдает G99, можно и пережить. Поэтому если вам изредка хочется зарубиться в какие-то игры, пусть даже на низких настройках графики, в кривые косые 40-60 FPS, то без проблем можно сделать это на планшете от Realme. Также мне понравилась повышенная автономность. Тут стоит батарейка на 7100 мАч, которая заряжается 18-ваттным блоком, то есть работать беспрерывно при базовых задачах он может вплоть до 10 часов, но заряжается с 0 до 100% будет около 2 часов с копейками. Как по мне, вполне достаточно. Лидером рейтинга стал Lenovo Ciaxin Pad. Название линейки интересно, напоминает один бренд, которого в этом рейтинге так и не оказалось. Но не суть. Этот Lenovo также показался интереснее в деталях. Например, до 15 тысяч рублей можно купить версию на 4 гигабайта оперативки и целых 128 постоянной. То есть в плане памяти он немного жирнее. Плюс у Lenovo Ciaxin еще больше батарейка на 7700 мАч. Зарядный блок тоже помощнее, 20-ваттный, поэтому он держит на лишние полчаса-час дольше, а заряжается минут на 20 быстрее. В общем, относительно прошлого Realme Pad это основные преимущества. Да, ничего сверхъестественного не завезли. Это скорее просто небольшие апгрейднутые детали, которые можно получить за те же деньги. Ну а почему бы и нет, когда стоит задача купить лучший планшет по цене к качеству. В остальном Lenovo такой же планшет без каких-то особенных доработок. Внутри у него уже не самый актуальный 680-й дракон. Вся система работает отлично. Экран на 10,5 дюйма на IPS-матрице с разрешением 2000 на 1200 пикселей, с типичной цветопередачей и углами обзора. Ну, то есть ничего лучшего в планшетах стоимостью до 15 тысяч рублей найти пока невозможно. А там, кто знает, может в этом году выпустят какой-нибудь нонсенс на AMOLED-экране с мощным процессом. Но пока мы имеем то, что имеем. Поэтому, чтобы купить планшет до 15 тысяч рублей с максимальными параметрами, надо брать Lenovo. В общем, вам есть из чего выбрать. Я дал всю необходимую инфу для переваривания, так что вам остается только принять решение. На этом мой рейтинг подошел к концу. Стоимость всех моделей рейтинга можно посмотреть по ссылкам, оставленным в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала Техревизор.